Всем привет! Как и обещал, залетел на старт нового фреш-сервера WoW Classic на версии 1.12 Everlook, который запустился вчера вечером в 10 часов. Но сразу вопрос, что так поздно? Я так предполагаю, что сервер ориентировался прежде всего на европейское время с откатом на 2 часа ранее. То бишь пятница, 8 часов вечера. И думаю, что это время для европейцев идеально для врыва, учитывая, что впереди еще пару дней выходных для мощного задротского кача. Сервак многообещающий, много хайпа вокруг него разгонялось, поэтому мы не могли это пропустить. Первое впечатление о проекте у меня уже сложилось, я готов с вами им поделиться, сразу после того, как сообщу информацию для тех, кто играет на официальных серверах. Если вы озадачены вопросом, как оплатить подписку или приобрести золото, вам по-прежнему поможет elfmoney.net. Более 13 лет на рынке, только опытные проверенные исполнители, лучшее качество, вежливые сотрудники. А для моих подписчиков скидка 10% по промокоду Vanilla10, ссылка в описании. Итак, запуск прошел довольно гладко, почти без опозданий и на удивление не сопровождался падениями, дедосами и прочими атрибутами релизов ранее открывающихся приватных проектов. Видно, что разрабы подготовились. Не без косяков, конечно, но об этом позже. Где-то за час перед стартом админы в Дискорде начали разгонять хайп, то и дело врываясь с сообщениями: вы готовы к фану, вы ждете фреш, вы хотите классику. Все в таком духе. Что-то мне это напомнило картину, как на концертах диджеи разогревают публику перед выступлением. В этом плане довольно интересно получилось. За 15 минут до запуска количество флудов в чате определенно зашкаливало за норму. Поскольку у меня уже был предварительно создан персонаж, я, не теряя время, зашел на сервак, и вслед за мной уже вошли остальные. Первое, что любопытно было глянуть, это онлайн, конечно же. Хотя интриги как таковой особо не было. Я видел, какой онлайн был на стресс-тесте, я видел, сколько онлайна было в Дискорде, и в принципе прогнозы подтвердились. Ребятки тут давеча мне написали, что на прошлом тесте у них там что-то сломалось, онлайн отображался неверно, не 1500, как показала соцпанель, а все 11 тысяч. Сомнительная цифра, если честно. Но мы решили не делать предварительные выводы, а глянуть, сколько будет народу непосредственно на релизе. Так будет честнее. Очередей, кстати, не было. Сервак сразу впустил всех желающих, это было около 3000 игроков в первую минуту. А потом в течение получаса цифра росла и максимально выросла до 5300. Это был рекорд. После 5000 уже пошел спад. Кстати, я заметил, что на сервере закрыта команда проверки онлайна через консольную команду. Это очень странно. Неужели Everlook что-то хочет скрыть? Зачем было блочить эту команду? Чтобы вы понимали, это команда .serverinfo. Она доступна на всех пиратках, любых версий, не только ванильных. Запрос отображает онлайн, время сессии, и другую техническую информацию. На Everlook он почему-то запрещен. Когда я заканчивал, собирался выходить, это было где-то около 0 часов, цифра равнялась около 4500 онлайна. Это уже было после рестарта, который, возможно, откусил там человек 500. Я так предполагаю, народ зашел, увидел эту жесть в стартовых локациях и решил переждать ночь и врываться уже утром, в более человеческих условиях. Потому что да, квесты делать было проблематично. На каждом респавне стояла пачка игроков и судорожно пыталась выкликать квестового моба. Лагов не было, если только на самом запуске, в первые 5 минут. И спустя какое-то время после запуска я заметил, что дальность обзора выкрутили на минимум, и фризы вроде как прекратились. Но дальность обзора стала такая маленькая, что по сути вы не видели всю эту огромную толпу вокруг вас. Лишь маленький пятачок, там ярдов 70-80. Подобный подход к дальности обзора я уже когда-то видел на Носталриусе. Но там людей было в разы больше. Падений также не было, если не считать одного рестарта с целью исправить баг. И забавный очень баг. В какой-то момент я заметил, что мобы стоят на месте. Просто как манекены. То есть ты мог его стукнуть, отбежать, стукнуть другого, отбежать, и они тебя совсем не преследовали. Такой цирк продолжался в течение часа. И прикол в том, что его даже не могли заметить. Потому что в условиях всей этой суматохи никто толком не замечал, бегают там мобы или нет.
по факту моб после респавна жил не дольше 5 секунд. Игроки его просто разрывали. И кто там мог заметить, что с ним что-то не так? Ну, поди разбери, бегает он там или нет. Однако я заметил, позже многие тоже начали замечать подозрительную работоспособность мобов и уже начали отписывать в поддержку. Секундочку, я уже приготовился хоронить проект как качественный работоспособный сервер. Ну, потому что подобный баг — это реально, ребят, косяк серьезный. Можно пережить временные лаги, можно пережить падение или даже небольшие откаты, но такое я видел впервые. Тем не менее, спустя час после старта админы отписали в Дискорде, что не волнуйтесь, мы в курсе неполадки, ща починим. И, собственно, да, сервак ушел на рестарт. Ну, ладно, окей, надеемся, что починит. Сервак запустился, и что бы вы думали? Ну, мобы действительно перестали стоять на месте, да. Но они перестали ресаться совсем. Мы, как дурачки, стояли на спавнах, ждали, что они сейчас появятся, а нет. Ни спустя минуту, ни спустя 2. Ну, мобов не было вообще нигде, на всем сервере. Через несколько минут игроки начали что-то подозревать и задавать вполне справедливые вопросы. А где мобы-то? Разрабы написали: да-да-да-да, мы заметили, сорян, сейчас все будет. Ну, через несколько минут мобов включили. Мобы появились, я так с горем пополам докачался до 5 уровня, решил на этот вечер стопнуть. Ну, потому что потратить 2 часа и взять 5 уровень, это что-то как-то долго. Если качаться, то, наверное, лучше действительно утром, когда все вот эти вот баги-лаги починят, и когда основная масса уползет вперед. В целом, оценку по работе сервера на эти первые 2 часа я не могу поставить плохую. Ну и как бы хорошую тоже. Да, запуск прошел плавно, по механике все окей, без тормозов, пропадающих кадров, там падений в текстуры, чего я раньше наблюдал на других проектах. Всего этого не было. Ну, вот эти маленькие фейлы прямо создавали такой негативный фон. И ладно, можно было бы списать ошибки на лаги из-за кучи народа. Ну, ошибки-то были связаны с самим ядром. Например, у меня пропал стартовый квест. Вот совсем пропал. Ни разу такого не видел. Я, значит, беру квест у стражника, который меня отправляет к челику, который стоит внутри здания. Я такой бегу к нему, хочу сдать, а квеста нет. Ну, думаю, ладно, может, забыл принять. Возвращаюсь, у стражника его тоже нет. То есть не сдать я его не могу, не отменить, потому что его в квест-логе как бы совсем нет. Я грешным делом подумал, ну, хз, может, это я такой бедолага один. Ну нет, вот смотрю, рядом стоят ребята с такими же вопросами. Квест пропал. У минимум десятка игроков. Возможно и больше, но там не все об этом писали в чат. Мы постояли, потупили, и слава богу, минут через 10 квест появился. Я хз, что там делали 5 месяцев на тесте, если вот прям со старта игроков встречает такая хрень. Не знаете что, даже захотелось поиграть подольше. Посмотреть, что еще интересного найду. До этого я, думаю, зайду, чекну, что все в порядке, похвалю разрабов, пойду дальше черепашку. Ну, теперь даже любопытно, насколько все запущено. Хоронить Эверлук, конечно, еще рано. Как бы Близы тоже на старте обсирались, что тут скрывать, а тут как-никак пиратка. Тем не менее, хочется узнать, сколько продержится онлайн, увеличится еще или уменьшится. Многие писали, что хотели только на старт посмотреть, так что любопытно, сколько отвалится таких после того, как посмотрят. Кто, может быть, из известных игроков придет играть? Я тут слышал, эйпсы вроде собирались там, ну, не полным составом, но кто-то из них хотел прийти. Русских я заметил много. Меня, кстати, там тоже узнали. Бурги писали: Варгул? Really? I'm your fan, man. Прикольно. Никогда бы не подумал, что кто-то меня знает за пределами ру-комьюнити. Так что, ребятки, новости будут еще. Имеет смысл подписаться на канал, чтобы ничего не пропустить. И на очереди у нас будет еще один обзор довольно крупного проекта, собирающегося открыться в ближайшем будущем. Имейте в виду. Как всегда, буду благодарен за лайк под видео. Всего хорошего, удачи.